Всем привет! Сегодня мы поговорим со студенткой второго курса Московской академии хореографии Аленой Гривниной. Алена, ты из балетной семьи. Расскажи, как начался твой путь в балете и чье это было желание? Это было исключительно мое желание. Да, я из балетной семьи. Я с раннего детства варилась в этом, во всем, в театрах, куда меня родители водили. Просто на работу, просто на спектакли смотреть. Мне это все безумно нравилось. Первое, что я увидела, когда первое мое желание было осознанно, это когда посмотрела запись «Дон Кихот», там танцевала Плесецкая. Я сказала маме, что я хочу танцевать, как она. И вот с этого момента я уже ни на секунду не отклонялась от этого решения. Но мама, естественно, не желая своему ребенку трудной жизни, отговаривала меня, хотела отдать в музыку. Я очень долго играла на фортепиано. У меня были успехи, но я хотела танцевать, двигаться. Ты говорила, что ты не готовилась к выступлению. Конечно, я ходила на подготовительную такую гимнастику, чисто чтобы растянуться, уметь хотя бы на шпагат сидеть, чтобы не опозориться, но когда мама меня привела в МГАХ, мы параллельно сразу же пошли просматриваться в другие балетные училища. Мама не была уверена, что меня возьмут, но я твердо решила. Я почему-то даже не переживала. Вот у меня сейчас такая уверенность, как тогда. Ну, так получилось, я поступила. То есть у тебя от природы данные, или тебе пришлось все-таки разрабатывать что-то? Ну, поступила я с такими очень средними данными. Там же ставили оценки какие-то при поступлении. Вот у меня были там какие-то троечка за шпагат с левой ноги, четверочка за правую. Но все я разработала, конечно, уже ближе к курсу, на классах, когда я действительно поняла, для чего это мне нужно. А у тебя какое-то осознанное желание работать, оно изначально уже было? Или, расскажи, как твой путь в академии, вот с первого класса, ты как-то сразу лидером стала в классе, или как это происходило? В начальных классах я... сейчас, смотря на себя, я понимаю, что меня спокойно могли отчислить просто, потому что нас очень много было, человек 18-20. Конечно, педагогу не хватало внимания на всех. Я стояла на правой палке у окна. Там не совсем плохие дети, но и те, которые... Не центральные, да, не центральные. Пусть стоят, там что-то сами делают, может быть, выберутся. И вот я стояла, смотрела в окно, мне постоянно делали замечания, что я там рассеянная. С каким-то образом у меня в первом классе были тройки с плюсом, тройки с минусом. И, потом только на своих силах я поползла вверх. К пятому классу у меня была первая моя четверка с минусом. А что тебя замотивировало? Ты начала больше работать или ты просто много времени понадобилось, ты как бы делала одно и то же? Я как-то сначала немножко потерялась в этом во всем. Я попала в эту школу и думала, что дальше? Как-то, на среднюю палку там уже все занято. И что делать? Мне мама, конечно, предупреждала, что в балетном училище тройка – это хорошая оценка, что не стоит волноваться, если не будет там пятерка. Я еще была маленькая, говорила маме, что я хочу пятерку. Я пришла в академию, я не получила эту пятерку, и как-то дальше как пустое. То есть ты ожидала, что будет легче? Да, чтобы я была, конечно, готова ко всем трудностям, но осознанное мое пребывание в этой академии началось, наверное, со смены педагога, и вот тогда я начала работать. Елена Николаевна во мне что-то увидела, поставила меня дала мне шанс, поставила меня на край средней палки. Я начала работать, я посмотрела на себя в зеркало, посмотрела, что мне в себе не нравится, и начала себя видеть, исправлять. И подружилась с некоторыми девочками, которые у нас лидируют в классе. А на твой взгляд, вот это изменение, вера в себя, она изнутри пошла и должна идти? Или это все-таки было за счет того, что педагог в тебя поверил? То есть как у тебя это произошло? Думаю, это все в совокупности, потому что вера в себя, она была у меня изначально, когда я была маленькая, и все это, она во мне осталась. Если бы у меня пропала она, я бы, наверное, ушла из академии, но толчок дал мне какой-то новый педагог. Дальше Инстаграм. Я начала вести Инстаграм, я начала смотреть, что делают другие.
сравнивать себя с ними. И когда я получала первые какие-то одобрительные отзывы, там, какая ты красивая, как мне в тебе нравится то, мне в тебе нравится это. И я начала это развивать, чтобы это было не только на фотографиях, но еще и в жизни, чтобы если кто-то придет посмотреть, чтобы он не разочаровался. А у тебя было, вот мы тоже с Машей обсуждали этот момент, споривая, что ты, по сути, очень много раз повторяешь. Для тебя это было стимулом? Ну, как бы ты специально на это тратила время, или это было просто, ну, параллельно с учебой, как-то особо ты не уделяла внимания? Думаю, я сначала пробую все перед зеркалом или с педагогом, и когда я понимаю, что мне достаточно хорошо получается, я записываю видео или... Ну, с фотографиями легче, там просто ловишь нужные ракурсы. Ну да. Расскажи, что сейчас происходит у тебя в жизни. Я так понимаю, были конкурсы. Да. Вот расскажи о них, про участие и про результаты. Ну, вот так, поскольку у нас в академии не так много практик, как хотелось бы, чтобы совершенствоваться и подготовить себя к театру, к работе, и я решила поездить по конкурсам. Это не для того, что мне нужны какие-то победы или что-то такое, хотя это тоже неплохо, хорошая часть конкурса. Но чтобы выходить на сцену, не бояться сцены в сольных партиях. Мои первые сольные партии были как раз станцованы для конкурса в прошлом году осенью. Ну, то есть конкурс это была твоя инициатива, это не было от училища, когда отправляют, или как? Да, это была полностью моя инициатива. Мы подали заявку, ее ректор одобрил, и вот я выступила или поехала куда-то. И вот что-то я затанцевалась от перегрузки. Да, вот мы сегодня покажем, да, твои упражнения, которые ты делаешь за время вот перерыва. Расскажи, как вообще получилось, что с ногой? Все началось с того, что у меня начала немного болеть плюсневая кость. И, я думала, наверное, я делаю что-то неправильно. Вот сейчас сделаю правильно, пройдет. Но я, в общем, как-то старалась больше выворачивать ноги, не заваливать свод. Начала стельки даже носить. И я думаю, именно это улучшило мою выворотность, но стопа не перестала болеть. И я терпела. Потом уже очень больно было. Я 2 месяца терпела. В один момент я на дуэтном танце не смогла просто вскочить на ногу. Упала, заплакала, и меня уже тогда педагоги силком повели в медпункт, говорят, все, делай там рентген, МРТ, отдыхай. Где эта грань, когда делать через боль, а когда надо делать перерыв? Вот, не знаю, когда надо делать, я через боль сделаю, но это чревато тем, что может в будущем вообще привести к чему-то очень серьезному, что вообще распрощаешься с профессией. Так что я поняла, что такая профессия, что постоянно либо терпишь, либо отходишь, пропускаешь. Маша уже говорила тоже, что... Ну да, пропускать неприятно всегда, очень выпадаешь из процесса. Да. Ну вот расскажи, как ты сейчас, как раз чтобы не выпадать из процесса, что ты делаешь? Да, мое спасение — это гимнастика на полу. Я собрала в своем комплексе упражнений все, что мне показывали разные педагоги, все, что я видела где-то в интернете, что-то из йоги. И по мере своей необходимости я проделываю эти упражнения на полу, пока что без опоры на ногу. Я видела, ты в Инстаграм еще выкладывала, ты стоя что-то пыталась сделать тоже, да? Да, это так. Костыляк, на самом деле, мне нельзя опираться на эту ногу, чтобы там все заросло. Но вот сейчас уже вроде как начинает срастаться, и мне можно уже ходить на недалекие дистанции без костылей. Чем ты занимаешь время, пока вот оно освободилось от репетиций? Или ты присутствуешь все время там же? По возможности я стараюсь ходить в школу. Я там тоже лежу, делаю свою гимнастику. Я посетила очень много уроков первых классов, начальных, потому что у нас идет педагогика балета, нам это нужно для практики, мы выпустимся уже с дипломами. И, в общем, у них есть тоже очень полезные упражнения, что-то взяла из них там на полу, какие-то такие легкие, но очень выстраивающий корпус, бедра. Ну, можно сказать, что вот эта травма, эта трудность, она тебе уже что-то дала в плане развития, даже вот эти новые упражнения или выстраивание тела? Об этом я бы сказала через неделю или 2, когда я вернусь к станку. Я посмотрю, как у меня, в каком тонусе мышцы, как это на мне отразилось. Я думаю, я что-то узнала на себя. То есть смотреть на других тоже полезно.
ты все в этом, ты только в себе, или ты смотришь, как делают другие, тоже примеряешь на себя. Ты вот узнала, что тебе сейчас придется делать перерыв, тебя это как-то выбило из колеи, или ты такой человек, которого, в общем-то, есть цель, и перетерпим, переждем? Было гораздо труднее морально сходить с каких-то движений. Допустим, ты репетируешь вариацию, тебе нужно там пропрыгать на этой больной ноге, и ты так зажимаешься, у тебя руки становятся куцами, спина напряженная, и просто потому что больно. Педагог это видит, спрашивает: Алена, что у тебя что-то болит? Да если я скажу да, она мне скажет: отойди, там посиди, заботься обо мне. Если я скажу нет, мне придется делать дальше, но у меня же болит нога, это просто тяжело, мне нужно было как-то заниматься, делать успехи, но это мешало. Так что в этой ситуации я даже, наверное... Какая-то определенность уже, да, да, хотя бы? уже определенность. Я отсидела какой-то срок, и все, могу вернуться. Расскажи про музыку. Вот занятия музыкой, они тебе дали что-то, когда ты уже поступила, в плане понимания танца, того, как ты чувствуешь ритм? Да, я думаю, это было очень полезно для меня. Я пришла в академию, у меня за плечами уже 5 лет, 5 или сколько там, фортепиано, игры на фортепиано. Там было лучше, в классе играла какие-то произведения, конечно. Вот мы учились 4 года, у нас было музыкальное образование в академии, именно в академии. Это было ничто по сравнению с музыкальной школой, где мне прям педагоги говорили, что мне нужно тут оставаться, мне нужно это развивать. Я ушла в балет. Ой, я считаю, что, по моему скромному мнению, у меня есть музыкальный слух. Я, там слышу, могу по музыке вступить вовремя, и мне кажется, я могу что-то подавать на фортепиано, это весело. Я могу выступать в роли концертмейстера. Нет, пока что не могу, но если бы я продолжала учиться, я бы смогла. На гитаре ты еще играешь, правильно я понимаю, или нет? О, да, я все пробую, я люблю все пробовать новое. Гитара, маленькая гитара, это укулеле. Вообще... Мне вчера подарили укулеле, это была моя мечта просто... гитару же с собой не повозишь большую особо, а хочется где-нибудь, когда есть перерывы. Это гитара для тех, у кого очень слабые пальцы. Вот. На гитаре надо зажимать эти бары, и укулеле все легко. Для нежных балерин, короче говоря. Да. А про современную хореографию. Я видела тоже у тебя отрывок номера в синем. Да. Вот что это такое? Расскажи тоже. Это мне поставил хореограф Алишер Хасанов для конкурса специально. И сколько вы готовили? Месяца 4 или 5. Эта запись была уже с конкурса, который прошел в этом году в Сибири, а номер готовился для другого конкурса в Македонии. Тогда я считаю, что я его исполнила недостаточно хорошо и решила переделать на уже более крупном конкурсе. А у тебя это первый опыт такой с новой пластикой? Или ты до этого уже что-то делала? Да, это первый опыт. У нас современная хореография как урок началась в прошлом году. И тогда этот номер начали ставить. Это был мой самый первый номер. Сложно было? Да. Тебе эта пластика близка или она, наоборот, как-то противоестественная и немножко так надо бороться с собой? Современные хореографии бывают совершенно разные. Допустим, постановки какого-то хореографа ты прям видишь на себе, это тебе идет, и у тебя это получается. А постановки другого хореографа ты просто не понимаешь, как это делается, не идет делать. Конечно, все зависит от постановки, от хореографии. И что-то ложится на мое тело, что-то нет. И расскажи еще про как-то покинутое или отвергнутое, что-то такое интересное, да, что-то похожее на актерское, что это было. Это мне тоже к тому же конкурсу в Македонии поставил очень хороший друг. Он сейчас в Большом театре работает и учится на педагога. И мне нужно было 2 номера. Один был этот техничный, на технику, а другой на эмоциях связан. И он вдохновлялся картиной Боттичелли. Она называется так «Покинутая». И мне кажется, он получился очень сильно.
Ну, то есть тебе эмоциональные такие вещи, они ближе? Я думаю, да. Ну, я читала тоже у тебя, что ты писала, что что если не балет, это быть рок-звездой. Мысль. Ну да, к сожалению, я не умею петь. Так что, да, вот такая вот проблема. Играешь на укулеле, но петь стесняешься. Все поправимо. А сейчас какие планы дальнейшие? Ну, вот понятно, восстановление. Да, главное самое восстановиться. Потом уже... Вот у меня было в планах работа над ПДД. Вот, к сожалению, из-за своей травмы я пропустила один конкурс, на который уже подала заявку, но не получилось. Потом работать над ПДД. Но это все у меня теперь откладывается на следующий год. Сейчас такие у меня маленькие партии в выпускном концерте. Меня все-таки ждут к выпускному концерту педагоги. Там шестерочка в Орликинаде. Посмотрим, куда возьмут. Сколько тебе примерно восстанавливаться врачи прогнозируют? Ну, вообще, мне сначала прогнозировали месяца-два, но прошел месяц, мне сказали, вот уже можно ходить. Через недельку сделаю снимок, и там посмотрим. Ну, а стресс-перелом — это, получается, просто микротравмы, и потом оно в какой-то момент уже доходит Да, ну, как я поняла, эта кость изнутри разрушается потихоньку, и потом это выходит наружу. Я, конечно, не знаю этих всех тонкостей, но смысл в том, что изнутри разрушается. Ну, то есть, по сути, тебе, вот если, чтобы предотвратить подобные вещи, это просто нужно раньше, как сказать, раньше прислушиваться, что ли, к этой боли? Ну, да, видимо, нужно было где-то отойти, где-то отдохнуть. А ты вот прямо без перерывов работала? Да, я в таком темпе, что вот прям ни на что времени нет. Просто с понедельника по воскресенье. Сколько ты часов, ну вот в обычном своем режиме, сколько ты часов в день занимаешься, репетируешь, сама занимаешься, сама репетируешь? Школа у нас в академии, я была готова просто с 9 утра до 8 вечера, вот все подряд уроки, репетиции. Там где-нибудь минут 30 полежала на обеде и опять побежала репетировать. В воскресенье тоже я утром арендовала зал в одном помещении, потом вечером ехала в другое помещение. То есть вообще без выходных? Ну, да, получалось так. Фанатизм. Да, так что вот эти вот большие каникулы, это прям для меня впервые, наверное, за года 2 или 3. Наверное, тоже какие-то плюсы в этом получаешь все равно. Да, очень непривычно, я прям чувствую себя как будто не в своем теле. Хоть и делаю там что-то на полу, но все равно как-то... Ну, давай тогда вот ты покажешь, что ты делаешь. Я думаю, что это точно будет полезно тем, кто в аналогичной ситуации сейчас оказался или там какие-то травмировался по какой-то другой причине. Партерная гимнастика, правильно? Ну, давай тогда покажем твои упражнения, что ты сейчас делаешь. Лежа, я так понимаю, да, это будет? Да, это первое упражнение, которое я обычно делаю. Оно нужно для укрепления и для ровности спины. Когда отводишь ногу в сторону, важно следить за тем, чтобы спина полностью лежала на полу, никак не отрывалась, не кривилась. И с бедрами то же самое. То есть ты всю поясницу удерживаешь, да, не отрывая? Не прогибаться, не уходить никуда бедрами. Вот все вот так вот симметрично и квадратно. Упражнение аналогично тому, что я показывала в начале, для ровности квадрата, для ровности корпуса, но только это еще развивает выворотность. Что-то какой-то аттитюд такой. Да, мы когда сгибаем ногу, мы следим, чтобы бедро раскрывалось, коленка уходила в сторону, куда она должна идти при плие. Такое делаем плие как бы вверх, на воздух. И ногу можно тоже отводить в сторону в этом положении, потянуть на себя. После этого она легче идет. Ты это где-то взяла или сама просто нашла для себя? Да, это вообще есть какая-то методика. Мне показывал один мой педагог, с которым я занималась однажды на мастер-классе. Это целый комплекс больших упражнений, но я беру только то, что нужно для меня. Сейчас, потому что он очень большой, я не успею это все. Ну, это что-то вроде князевского станка? Нет, князевский станок — это немножко другое. Но это,
Танзю, ну, на полу. И это скорее для младших классов, конечно, все очень полезно, но я сейчас немножко другими мышцами занимаюсь больше. Вот. Тихоокеанский станок никто не отменяет, это хорошая вещь. Многие параллельно полу на 90 градусов и тянемся локтями к коленкам. Ну, и это для боковых мышц. Вот так вот. И сколько раз ты так делаешь? Сколько смогу. Ну, прям до отказа. Ну да, это, в принципе, обычное качание нижних мышц пресса. А как у тебя вот с весом? Ты просто всегда худенькая сама по себе или тебе приходится себя ограничивать? Как у тебя с этим вообще? Ну, я думаю, что вот самое такое, как это называется, пубертатный период, да, у меня был раньше всех, и там он и остался. То есть сейчас на фоне тех, кто взрослеет, я выгляжу уже такой, как бы, очень маленькой и худой. Ну, просто я переболела этим раньше. У меня были проблемы тоже, ну, как у всех подростков. Ну, просто как боролась? Не совпало со всеми. Как боролась? Не жрать? Просто, да, на диете какой-то у меня сидела, у меня мама в этом разбирается. Ну, плохого не даст съесть. Батманы на полу тоже хорошая вещь. Я сегодня их делала с грузами. Сейчас у меня грузов нет, но... Поскольку ты делаешь? Ну, как говорила Маша Хорева, 100 штук. Да. Ну, в принципе, на полу это легче, чем стоя. Пока я могу только так. И, ну, тоже штук по 50, по... Прямо подряд 50? Да, ну, обычно 25 одной ногой, 25 другой. 25 одной, 25 другой. Даже в сторону тоже 25 одной, на другой бок 25 другой. Ну, так, череду, чтобы одна не устала очень сильно и чтобы сделать... И назад то же самое, да? Назад сейчас я вам покажу. Очень важно укреплять вот эти вот мышцы, которые отводят ногу назад, и чтобы тут не нарастал целлюлит. Их можно сделать любым упражнением, там, бросание ноги назад, или удержание ног, или там какие-нибудь ножницы. Главное не забывать про них, потому что очень часто этому уделяется мало времени. Ну, для начала хорошее упражнение — это вот такое вот отведение. Ну, ничего мудреного, просто... Ты здесь следишь больше за тем, чтобы прожать, или за тем, чтобы вывернуть ногу? Нет, я сейчас их вообще не выворачиваю, они по прямой позиции. Да, просто до упора, как говорится, сколько можно. То есть максимально давишь наверх, косточки не отрываешь от пола? Да, косточки не отрываю, спина, ну, ровная, плечи не подняты, плечи опущены. Вот. Дальше я у первых классов, когда делала хорошее упражнение, они вот так вот кидали ногу. То есть вот тоже не выворотно. Она была согнута, да, и не выворотно. Но, а вторая в сторону? Да, вторая в сторону. Это очень необычно, я решила попробовать. Вот, мне понравилось. Вот, и, ну, и обычно только голова уже вниз, чтобы, ну, чтобы легче было, потому что так ты никуда не закинешься, там только поясница заболит. Ну, просто можно выворотно кидать, можно тоже по-прямому. Ну, тут, конечно, лучше выворотно, я думаю. Вот. А в сторону отведения делаешь? Если наверх, в сторону, ну, я назад? делаю просто такие круговые движения. Вот, одной, другой. Вот, в принципе. Сколько у тебя времени? Вот если, ну, вот такой комплекс в целом, на сколько он получается? Обычно наши девочки занимаются классикой 1,5 часа, а я делаю комплекс. На сам комплекс силовых упражнений у меня обычно выходит там от 40 минут до часу, и дальше я растягиваюсь, конечно. Много времени уделяю растяжке, чтобы мышцы не зарастали, чтобы потом ноги легче поднимались. Это важная часть. Ты над растяжкой работаешь как бы на увеличение, или ты уже ее сделала и просто сейчас поддерживаешь? Или она как у тебя, в каком режиме? Вот, сделала я ее, когда начала усиленно работать. Я просто не хочу, чтобы она у меня куда-то уходила. На самом деле у меня мышцы быстро, ну, как-то зарастают, но растягиваются тоже легко. Но чтобы не было боли, как, ну, обычно при растяжке, я ее поддерживаю. Моя любимая вещь, она и спину прохрустывает хорошо. Я обожаю это делать просто.
мышцы может разогнать кислоту, когда они То есть забились, прокатываешь да. переднюю, заднюю, Прокатываю, всю, да. да? Так, это пошевелю. Ну, это, наверное, достаточно больно. Ну, уже На забитые. нормально. Да, с валиком я делаю вот что. Ну, я ложусь на него бедрами и вот так вот тяну ногу. В минус, да? Да. Вот не знаю, полезно ли это или как, но мне это очень нравится. Я прям чувствую, что оно у меня хорошо там растягивается и... Вперед тоже не выворотно, да, тянешь? Нет, тут выворотно. Вот. Так вот. А так в обычном режиме ты это делаешь все перед классом в качестве разогрева? Или... Да, перед классом. Там уже прям такой очень экспресс-разогрев, что успеваю. Чаще всего это просто растяжка и пошвыряли ноги, чтобы они кровь разогнать. Ален, спасибо тебе огромное, что нашла время встретиться, поговорить. Я думаю, что упражнения точно многим людям будут полезны. И я тебе желаю быстрее восстановиться, чтобы все срасталось, было хорошо, и чтобы все твои мечты о конкурсах, о партиях, все осуществилось. И я думаю, что сможем потом еще встретиться, после поговорить о том, как это все произошло. Вот, и что ты уже будешь в полном порядке и будешь на сцене.